Всем привет! Вы на канале Мужское Хобби, и сегодня мы будем делать с вами джин. Джин будем делать по одному из моих рецептов, одному из рецептов, который мне нравится. Это будет джин без джин-корзины, то есть методом настаивания и перегонка. Я уже здесь настоял его, то есть он у меня уже стоит дня 4, наверное. Здесь залито 2 литра самогона, 75 градусов. Если будете делать так же, то делайте либо 70, либо 75. То есть приблизительно. Здесь у меня 2 литра самогона, 75 градусов. Итак, что у меня здесь по рецепту находится? У меня здесь можжевельник. Можжевельника 40 грамм. Это если у вас нет весов, то можно, в принципе, ложками померить где-то 10 чайных ложек. 10-11 чайных ложек. Также здесь у меня кориандр. Тут у меня вот уже остатки, надо закупать по новой. Кориандр в семенах, не молотый. Его я сыпал 10 грамм. Но я просто не очень люблю, когда его много. Так можете добавлять побольше, но мне вот этот привкус не очень нравится, когда его много. Также здесь у меня добавлен корень солодки. Солодка, чайная ложка солодки с горкой. Тмин. Тмина чайная ложка без горки. Также там цедра лимона. Цедра лимона с половиной небольшого лимона. Ну, даже, я бы сказал, маленького лимона. Естественно, цедру предварительно, то есть лимон был помыт, хорошенько помыт. Цедра самый верхний слой, без белой вот этой части, чтобы не было горечи. И еще добавлена 1 звездочка бадьяна. Его тоже много бросать не нужно, потому что можно перейти в такой микстурный привкус. Вот мне нравится, в принципе, уже по опыту, когда там 1 звездочка на 2 литра. У меня достаточно большие запасы. Делал самбуку и все остальное. Мне нравится запах этого бадьяна. Ну, в общем-то, и все, что там есть. Сейчас мы это все сольем в куб без осадка. То есть без болота. Только одну жидкость. Я это все не отфильтровываю, прям именно через фильтры какие-то. Просто через ситечко выливаю. Совсем забыл вам сказать, что бросил сюда еще корицу в этот раз. Я редко пользуюсь корицей, но в этот раз добавил. То есть была половина палочки корицы. А дальше я из засыпи выбрал можжевельник и цедру. И оставлю ее вот в этой так называемой джин-корзине самодельной. Видео, как я ее делал, у меня есть на канале. Ссылочку я вам сейчас вот поставлю. Этого можно не делать, у кого простые аппараты. Но это я вот как-то так вот оставляю, добавляю. Но это не обязательно на самом деле. В общем-то, уже в настое у нас уже достаточно вкуса. Ну а теперь ставим перегонять. Перегонять буду вот на таком простом аппарате. Такая нидоколонна с мини-дефлегматором. И куб у меня на 12 литров. Здесь я ставлю 2 мочалки, 2 сетки. В принципе, джин обычно гонится прямотоком, без укрепления, но поскольку он настаивался не по сухому методу, как джин-корзина, я делаю так, мне так больше нравится. И момент отсечки проще найти, когда отсечь уже, когда идет достаточно вонючий
хвосты. Для перегонки я разбавил то, что налил в куб, до 40 примерно градусов. То есть у меня было там 2 литра 75 градусного. Я добавил еще 1,5 литра воды. Не забудьте это сделать. Обязательно, как только начнется отбор, отобрать примерно 20-30 мл голов. Они как таковые не головы, но этим мы промоем нашу систему. И какие-то все равно остатки головных фракций мы выведем, потому что они образуются и при том, что когда мы развели, и когда настаивали от окисления воздуха. Поэтому 20-30 мл так называемых голов обязательно отбираем. Ну а дальше, когда отобрали головы, приступаем к отбору уже товарного тела. Стандартный отбор с укреплением у меня идет. То есть небольшая струйка, где-то примерно литр в час набирается. Главное в этом вопросе не упустить хвосты. Точнее даже вот это вот начало хвостов, начало вареного аромата. И вы это поймете легко, даже если ни разу не делали. Особенно можжевельник, он такой резко пахнущий, идет в конце. Практически как, наверное, носками пахнет. Вот этот прелый вареный аромат не подпустите, старайтесь. Джин такой напиток, что при производстве надо следить за тем, чтобы его не испортить. Если сомневаетесь, то отберите литр, а потом, меняя тару там по пол-литрика или там поменьше даже, можете уже отбирать, если боитесь испортить. Но на самом деле все просто почаще нюхайте то, что у вас идет из аппарата. Закончил я перегонять джин. Получилось, что отобрал 900 мл джина крепостью 88 градусов. И отобрал еще где-то пол-литра хвостов, примерно с той же крепостью. Хвосты отправятся, я думаю, в следующую брагу, потому что хвостами их особо назвать нельзя. Все-таки там было уже самогон двойной перегонки. Теперь будем разбавлять до 47 градусов. Я люблю разбавлять джин так, он так не мутнеет, потому что если будете разбавлять до 40, есть шанс, что он у вас будет мутный. Не всегда так случается, зависит очень сильно от можжевельника, от масел, которые он передает в напиток, но такой шанс есть очень часто. Так что будем разбавлять потихоньку, надеюсь, не помутнеет. Ну вот никакой мути мы не словили. Пробовать я его сейчас не буду. Ароматику как бы и прочее я уже его знаю. Очень отчетливый запах можжевельника. Цедры запах присутствует. Пробовать не буду, потому что я считаю всегда, что джин должен постоять. Он раскроет ароматы только где-то через неделю. Поэтому я его употреблять буду через месячишку примерно. Так что пробуйте по этому рецепту. На простых аппаратах очень хороший получается джин. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях. Дальше будет еще интересней. Всем удачи!